куда мы приехали, нафига. Технология! 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 На моей попутчике. Периодически такие специфические запахи. Тащится. Надеюсь, камера передается в глаз. А музыка-то какая? Обзор по Харгосу нужен? Только здесь по Паттайе. Не ожидал, что поездка с Качанга до Паттайи займет столько времени. 6,5 часов, представляете? Жесть. Хотя мы с Бангкока до Качанга долетели за 5 часов. Заселились в отель Welcome World Beachfront Resort, точнее еще заселяемся. Прошлые отели на Качанге, ни один из них не просил депозит $100 за номер, ну а здесь $100 нужно ставить за каждый номер, соответственно $200 оставляем. Атмосфера в принципе прикольная. В Паттайе мы впервые, до этого были только проездом. Бассейн работает до 7, это конечно жесть. Мы еще не успели заселиться, Ди говорит, мы сюда больше не приедем в этот отель. Ну, правила почитала, не понравилось, плюс тут немного неправильно была заполнена форма, ошибка в одной букве. И столько, блин, геморроя, если честно, с этим. Сложно сказать, конечно, за одну ночь, за один вечер. Нормальный, ненормальный, ну, по звездам, по отзывам нормальный, вроде как. Да, вижу, Лисян. Вон там бассейн, горка даже есть. Но работает до 7. То есть мы сейчас приехали, нам нужно сразу в бассейн идти окунуться. Потому что потом он просто-напросто будет уже закрыт. Все на даджи вообще. One bed? One bed, yeah. Same. For baby, Одной кровати нету, короче. Ну, ничего особого. В принципе, все, что нужно, по идее, есть. Должна была реально еще одна быть кровать, а не диванчики, не будет же Лекса тут спать на этом диванчике. И тут сразу с видом на бассейн. О, сразу видно Паттайи, сколько людей. Впервые же, чтобы порт для подключения вон кабеля здесь был где-то. Ну, стол компьютерный сразу видно. Никаких ожиданий не было от отеля, хотя по фотографиям кажется, все было покрасивее, по отзывам. Так что есть, то есть. В данном случае все равно здесь только на ночь. А вон надувная штука. Лекса с удовольствием по ней полазит. И вон сразу выход на пляж Дангбао, или как-то так он называется. Сейчас посмотрю. Честно, в Паттайе то, что впервые. Даже пока не знаю, что здесь. У меня такое чувство возникло, что в Паттайе отдыхают чисто одни русскоговорящие люди. Просто выходишь реально везде, со всех сторон чисто русская речь по сравнению с островами. С Качангом так тем более там намного меньше русскоговорящих было. В основном из Европы люди были, из Америки были. Мы опять на ресепшене стоим сейчас, разбираемся с моментом. Кровать была оплачена, экстра бед, то есть на 3 человек. Для дочки должна была быть отдельная кровать, но в итоге только что принесли маленькую колыбельную, и Лекса туда залезла. Но в принципе она более-менее вместилась, и ей самой нравится. Но сейчас узнаем про этот момент, так как за нормальную кровать заплатили, а по факту колыбельную притащили. Ну блин, реально бред. Хоть какие-то приключения, хоть какой-то трэш хоть с кроватью. А то у нас все гладко, красиво и спокойно прошло, прям идеально вот по отелям. Аж даже вообще прям не к чему придраться. Аж скучно. А тут вон хоть какой-то. А тут вот что происходит. Ну-ка заглянем. О, нормальная кровать. Вот за эту кровать доплачивали. Она нормальная. Thank you. А вот за колыбельную. Что, Лекса, колыбельная маловато все равно. Это побольше будет, получше, да? В общем, впервые такое отношение просто вижу, что даже не обратили внимания, какого возраста ребенок. Ну, как-то так относятся, типа, пришли сюда люди и завтра, допустим, уедут, пофигу до них. На островах тоже Пхукет, тоже Качанг. Досконально нам спрашивали, все что-то еще нужно.
Там обращали внимание на лекцию, приветствовали. Ну, вот такие мелочи, они создают атмосферу, такие мелочи заставляют людей возвращаться обратно, именно отношения. А когда отношения такое, то насколько бы хороший отель не был, насколько бы прекрасные бассейны не были, но они классные, вон дети играют, люди купаются, конечно, со всех сторон. Один фиг. Сюда мы уже вернулись именно из-за того, как нас встретили на ресепшене. А номер, ну, со второго взгляда более-менее уже получше выглядит. Осталось искупаться в бассейне, он скоро закроется, и найти, где здесь поесть. Цены в Паттайе, ближайшие эти заведения, кафешки, ну, я от них в шоке. Люди сюда летят, говорят, что здесь намного дешевле, чем на островах. А по факту смотришь, где они питаются, я не знаю. Где они такие цены низкие взяли? Тут цены в 2-3 раза дороже, чем на островах во все ближайшие заведения. Здесь заселение в 3 часа дня, выезд в 12 дня. Если вы заселяетесь раньше 3 часов дня, то вы доплачиваете половину стоимости номера за сутки. Фига себе, на час заселился, половину доплатил. Да. Если вы заселяетесь раньше 8 утра, то вы оплачиваете как еще сутки. Да уж. Я вначале думал, то, что Ди голодная, без настроения, ну и то, что поездка тяжеловатая для нее, как и для Лексы. Не любят они по машине ездить. Но, в принципе, пока что с отелем непонятно. Рекомендовать его, не рекомендовать. Я просто в туалет зашла, там грязно. И в туалете грязно? Короче, если туалет грязно, уже все, не рекомендуем. Только ради бассейна, может быть, и то, что на первой береговой линии. Хотя по отзывам, по звездам, все отлично было на других сайтах. Там на букинге, Агоды и так далее. Ну вот, такая ситуация. Мелочи, но неприятно. Плюс 18 номера, конечно, то, что сразу здесь выход к бассейну. Просто оп, и все. Ну и вот вышел, уже закат. Пляжу прогуляюсь, дрон там запущу, и позже уже можно будет тоже в бассейн вернуться. Кстати, невысокие эти, ну, трехэтажные, с этой стороны отель, номера, 3 этажа. Тут расположение отеля, конечно, классно, тут ничего не скажешь, офигительное. Обожаю такую систему защиты Технология! от нежелательных гостей. Она была когда-то в деревне у бабушки такая же. Ну, судя по всему, вон там пешеход, лежачий полезячий. Прикольная атмосфера. А там, судя по всему, можно прыгать, да? Вон висит этот роп-джампинг с этой вышки, что ли, с бочки. Ну-ка попробуем увеличить. Там 2 веревки, вон. А, нет, там вагонетка какая-то. И все. Ну прикольно на море, в принципе. Еще посмотрите, какая вода, и потрогать ее ради интереса уже. Необычно это смотрится. Вместо зеленых холмов дома. Птички. Все пляжи такой сеткой или оградой какой-то специально сделаны. Песок, как на Балхаше. Прям точь-в-точь. Ну и бутылка. Да уж. Ну и вода тоже. Ну, люди купаются. В принципе, нормально. Если нету рядом озера, речки или еще чего-то, то это даже очень отличный, классный вариант. По-своему красиво здесь.
Невероятно красивый закат на пляже Донгтан, Паттайя. Просто красное зарево. Здесь очень много людей, кто ходит с собачками гуляет. Прям очень-очень много. Прикольно. Для себя я однозначно понял, почему я никогда в Паттайю не приезжал и чем он мне особо не нравился. Это тем, что вот пляж, море, и тут сразу высокие дома, которые выше пальм. Мне очень нравится на островах то, что дома не видно, и ты чувствуешь себя как вот природа, вот пляж и единение такое. А здесь ты из города приезжаешь в город, и немного это напряжно. Но если жить, думаю, в Таиланде, то неплохо даже жить именно в Паттайе, то, что все есть. То есть вот город, вот пляж. Конечно, не такая чистая, красивая водичка, но все равно прекрасно. Есть красивые закаты, сами видите, вся инфраструктура, все имеется. И люди спокойно гуляют, это даже напоминает, когда вот смотришь выпуски, допустим, с Майами, с Флориды. Вот, по крайней мере, вот эта улочка точно так же все выглядит, как будто там где-нибудь в США. Такое небольшое сравнение. Что ж, надо поплавать в бассейне. Почему деревья у них, да? Да. Хороший вопрос. Мне нравится, что в Таиланде именно есть на крышах деревья. В Бангкоке, в Паттайе, вон крыша, и там деревья, трава растет. Вообще супер. У нас в Алмате могли бы тоже точно так же сделать. Минус, хоть бассейн здесь классный и в принципе все нормально такое для детишек. Плитка не очень нравится, ну можно ноги порезать, она какая-то кривая или недоделанная такая. Ну это небольшой минус, потому что плаваешь. Еще здесь курят неподалеку от бассейна, это тоже большой минус для отеля, потому что в прошлых отелях, где мы были, люди курят только за пределами самого отеля, где там на пляж ходят, там для них место отдельно находится. А тут запах прям на детский бассейн идет. Зарево, конечно, классное. Все офигительно в этом бассейне, вот реально классно. Но есть несколько минусов. Первое, здесь периодически иногда курят, то вейпами, то сигаретами воняет. Также здесь воняет канализацией. Не знаю, может быть это временно, но на текущий момент это совсем неприятно здесь плавать. То есть дальше отходишь, дальше нормально по запаху. Все. И еще один момент. Это, ну, по минусам отеля, это выходит то, что встреча на ресепшене не очень прошла. Плюс, ну, номера пойдет, для проживания пойдут. Но если есть возможность у вас, то выбор или Паттайя, или Качанга, там, допустим, Пхукета, островной жизни рекомендую однозначно острова. Особенно для тех, кто любит красивые пляжи, море, то острова это топ. Но здесь тоже можно пожить. Я бы здесь, может быть, если бы работал, то выбрал Паттайю для жизни. Но плавал бы на соседние острова для того, чтобы покупаться, посмотреть. Как тебе здесь? Хорошо. Хорошо, нравится? Да. Тот более детский бассейн без подсветки, что очень странно. А вот этот уже идет с подсветкой, чуть левее. Красивая подсветочка. Шикарно смотрится. Вот есть подсветка и плавать до 7, ну что за фигня? Ну хотя бы до 8, до 9, до 10. А то только с моря, допустим, возвращаясь после заката, хочешь еще в бассейне поплавать, а он уже закрыт. Это же бред. Также тут есть тренажерный зал.
думал, что такое только в Китае или во Вьетнаме с утра, а тут со всех сторон танцуют под вечер. Сразу же есть тренажерный зал на пляже. Все, что хочешь, все есть. 7-Eleven, допустим. Елка, которую не убрали еще с Нового года или Рождества. Во все стороны движения, машин, транспорта и так далее. Макашницы красиво тут разворачиваются. Мое мнение, постепенно Паттайя меняется, и этому городу нужно дать второй шанс. Девушки, которые занимаются там массажем и так далее, выглядят намного помоложе, намного красивее, чем обычно на островах. Так что тут можно ходить на массаж. Лекса себе выбирает чемодан. Этот хочешь? У черного ручка помощнее. Она спокойно как-то. Ручки не очень. Русская речь отовсюду. От тайцев, от русских, русскоговорящих, вернее, от китайцев. Прикольно. Я как будто в Харгосе. Обзор по Харгосу нужен? Только здесь по Паттайе. Смотри, какой четкий чемоданчик, вообще классный. Смотри, здесь защищается, смотри. Защищается. Тут какая-то нездравая реклама везде. На островах такого тоже я заметил, что нет. Ну, допустим, за моей спиной реклама. Мало твои первые впечатления о Паттайе. Стоит сюда заглянуть все-таки? Стоит заглянуть. Стоит. Народу много. Непривычно. Непривычно. Жизнь кипит, да? На Качанге спокойствие, релакс, а здесь, да, народу Движ много. какой-то. Движня. А это как раз пушистый хозяин данного заведения. Скоро мы с Ориксом уже увидимся. Сравнение Паттайя и Алматы. Где дешевле чемоданы? Допустим, именно такого цвета в Алмате не могли найти ни на Каспии, ни на Ватау. А подобные чемоданы стоили 17 там. Здесь типа почем? Мам, почем? Тут почем? 1000. Вообще он 1150 Это сейчас сколько? На тенге? 15 тысяч. 15. То есть 250. скидочку сделали. И качество хорошее. Написано: товар произведен в Таиланде. Весь. Мама говорит, на камеру не хотела говорить, но я за нее скажу. В принципе, я уже в бассейне говорил, что тут периодически такие специфические запахи. И тут тоже местами идешь, и, ну, как канализация, такой запах есть. Допустим, в Пхукете такого, ну, редко здесь встречается. В основном все нормально пахнет. Паттайя прям везде. На Качанге вообще с этим проблем не было. А тут мы случайно или не случайно, это судьба, наткнулись на Walking Street. Ну там вот натурально Волкин-стрит. Да, пошли. Здесь заведение, типа, Здесь знаешь, заведение. Пройдемся, потом пицца и заснимем. так далее, давай. Потом, А пошли, там поедим. такой настоящий, тайский. А музыка-то какая? Родная. Главная достопримечательность Паттайя Я увидела. — это котики. Такой Смотрите, класс. какие красивые глаза. Просто нереально. Один голубой, другой зеленый. О, ну прекрасно. Тащится. Надеюсь, камера передает цвет глаз. Лисенка угостили Орео. Я такой Покажи свои глазки. видела в глобусе. Тем временем Ди не может себе выбрать, какой чемодан. Какой брать, серый или черный? Мне нравится серый, который слева. Справа черный. Ди нравится черный. Что там еще, кот? Какое море, даже глазки красивые. Сенки. Прикольно, вот здесь уже более все вечером приветливые, интересные. Не то, что при заселении в отель сразу впечатление такое: куда мы приехали, нафига вообще сюда приехали. Здесь уже другая история, намного приятней. Вот это уже тот Таиланд,
который нам нравится. Hello. Весен, все тебе привет говорят. Ага. Твои подписчики. Это твои? Твои подписчики. Почему? Нет? А может быть, они смотрят твой канал. Ну ладно, мои подписчики. Они, походу, смотрят канал и не встречают. Какая здесь система перехода? Короче, мы стояли как Пошли, умные вон они, люди. пошли. умные люди, ждали Потом скажешь. зеленый. А уже нам зажегся, И они все поехали. поехали. Что, на красный тут переходить нужно? Нет, это тоже не так работает. Короче, когда никто не едет, тогда идем. Да. Вот эта система Потом перехода. перешли. Капец. За местными нужно повторять. Я не ожидала такое. Я тоже такого не ожидал, что здесь так переходить. Что-то новое для нас. Телефон не загорится зеленым. И еще не ожидала, что мне всем вот так. Смотри, танцуют. Да, здесь другой отдых. Совершенно. Теперь понимаю, почему все-таки люди сюда едут. Потанцевать, расслабиться, насладиться текущей, настоящей такой атмосферой города. Ну и заодно заглянуть на пляж. Основная, конечно же, причина — это сама душа, сам ритм данного города, походу. Вечерний ритм. В общем, тут базарчик. О, можно эти взять. Как его? Который мама хотела. Ну, не знаю насчет рыбы, а этот взять. Шпажки, шашлычки. Прикольно. Можно и здесь покушать, а можно вон в заведении покушать. Теперь у меня разбегаются глаза. Где, говорит, здесь шейки по 40 офигительные. Локальное молоко. Манго банана. Окей. Какой это? Ты все? Твой шейк готов? Шашлычки разные, рыбки. Hello. Рыбка, яйца. Hello. Hello. Запах рыбки какой. А тут курочка. Походу мы сейчас к тому парню вернемся. Наконец-то нормальные дурианы на выбор. Пока ехали до Паттайи, там просто миллион дурианов продавалось по дороге. Просто огромное количество. Шашлычки всякие. Тех, к которым мы привыкли. А где? Вон там фрукты вдалеке вижу. Да, есть. This one. This one? Yeah. Four. 4. Five. 5. Рыбка. Я если что взял? Тебя укушу. Маленькие бананчики. Однозначно. А там 3 килограмма за 100. А до этого Ди видела 4 килограмма за 100 в машине или в тележке какой-то.
манго стоит. Закрывается базарчик этот в 9. 150 килограмм. 150 килограмм. Что, возьмем? Да, можно? Давайте. Только такое, чтобы мы увезли с собой. Самолет, чтобы пережил. До меня только что дошло. Думаю, что за дизайн такой? А мама была права, что пиратский. Это сундук. Реально сундук. Выглядит так. Карта. Далее. С этой стороны 2 сундука. Вот сундук. И вот сундук. Прикольно. По-своему реально прикольно. Просто даже думаю, что за петух, нафига? Тут типа компаса. Куда мы попали? Да нет, нормально. Типа на корабле мы находимся. Даже спрятаться можем. Лекса может здесь в прятки играть. Так что по отелю минус единственный был это встреча на ресепшене. Да, в общем, все в принципе неплохо по данному отелю. Уже в 5 утра нас сюда забирает. Далее мы в Бангкок, из Бангкока до Алматы. Нам предстоит сейчас паковать чемоданы. Таких 3 чемодана на 5. И они просто-напросто забиты. Из-за этого взяли еще 2. На этом будем завершать наш выпуск. Скоро нам уже вылетать с утра до Алматы. Но еще до Бангкока нужно добраться. Так что хотел сказать, наслаждайтесь жизнью, ловите моменты, путешествуйте, не упускайте возможность путешествовать. И до встречи в новых выпусках. Надеюсь, вам понравилось данное путешествие вместе с нашей семьей. Что касается самого тура, то вышло 800 тысяч на одного человека. Сюда входит перелеты и расстановой, трансфер индивидуальный, соответственно, 3 отеля и так далее. Также брали с собой деньги и приблизительно вышло на одного человека по затратам на 15 дней от 350 до 450, ну максимум до 500 долларов. Я думаю, что в пределах 400 долларов. Все. Вот так вот. Мы сейчас в Duty Free гуляем. И на удивление нашли кое-что из аптеки, что на острове дороже стоило. Также для спорта тут кое-что есть. Заказ, так сказать, от друга. И цена плюс-минус почти одинаковая, как на острове, как 7-Eleven. Прям это, на удивление. В других местах смотришь или нету, или цены высокие, просто нереальные. А здесь все адекватно. Так что не все дорого в аэропорту, как кажется. Когда вылетали из Алматы, здесь заглянула тоже в Duty Free. Что там хотела здесь? Перекусить что-нибудь? Я фанту хотела. Фанту? Сколько фанта стоила? 1000? Около 2000. 2000, маленькая фанта, там самая, которая маленькая есть. Прикиньте, жесть просто. Накручивают. Ну а тут кокосовая вода стоит на 5 бат всего дороже.